Теперь мы переходим к отработке тамбурного шва. Сначала мы начинаем движение по прямой строчке в левую сторону. Обратите внимание, что крючок у нас всегда будет разворачиваться на 180 градусов относительно нашей линии. Крючок я разворачиваю к себе, и нить я всегда наматываю по направлению поворота крючка. И тоже важный очень момент, крючок всегда возвращается обратно в ту же самую сторону. Не крутите его через верх. Старайтесь делать стежки равномерными, одинаковой длины. Поначалу выдерживать расстояние одинаковое вам будет сложно, но со временем вам станет легче делать стежки одинаковыми и равномерными. Также не забывайте о надавливании на спинку крючка, когда вы идете. И сейчас обратите внимание, как поменялось у меня направление движения в правую сторону, и поменялся у меня также поворот крючка. Направитель смотрит строго по линии вперед и поворачивается также на 180 градусов. Старайтесь удерживать крючок вертикально, не наклоняя его в сторону. Для того, чтобы было еще понятнее, давайте посмотрим на движение крючка снизу, как мы идем, куда он поворачивается и как мы наматываем нить.
Итак, двигаясь по квадрату, когда мы поднимаемся вверх, обратите внимание, что направитель все так же смотрит прямо на линию. И разворот крючка идет через левую сторону, но также к себе я его разворачиваю. Мы делаем прокол, наматываем нить в левую сторону, к себе я веду руку, и потом я поворачиваю крючок через левую сторону, он смотрит на меня потом, и только после этого начинаем доставать крючок. Когда мы доходим доверху, мы делаем маленькую закрепочку, маленький стежок, и потом можно только поворачивать. Здесь движение идет просто в левую сторону, как вы уже делали это в линиях. Здесь не забудьте сделать маленький закрепочный стежок. И после этого можно будет двигаться вниз. Движение вниз у нас начинается с опускания иглы. Направитель у нас смотрит прямо по линии. И здесь обратите внимание, что крючок я разворачиваю также в левую сторону, но движение идет от себя. Если вы будете пытаться повернуть к себе, то у вас будет спадать петля. Нить наматываем в ту сторону, куда поворачивается крючок. Здесь делаем маленькую закрепочку, подтягиваем ниточку и поворот, идем в правую сторону по ровной линии. Теперь посмотрим, как движение по квадрату выглядит у нас с изнанки.
переходим к движению по кругу. Сейчас мы будем подниматься с вами вверх. Вспоминаем наш квадрат, вспоминаем подъем вверх, и точно так же наш крючок разворачивается через левую сторону к себе. Только немного у нас скашиваются углы при завороте. Здесь движение идет как по линии в левую сторону, и в этой точке уже можно менять направление поворота крючка, как при движении по квадрату мы делали вниз. Крючок я разворачиваю от себя через левую сторону, нить наматываю за поворотом крючка. И здесь я уже иду так, как мы идем по линии вправо. То есть движение по кругу практически идет по той же схеме, как мы и двигались по квадрату. Единственное, что у нас просто нет углов. Но чтобы вы не запутались именно в повороте крючка, всегда вспоминайте квадрат. И посмотрим на движение снизу теперь. Движение по зигзагу. Нам будет важно отработать углы в зигзагах. И также вам важно будет понять, как мы поворачиваем крючок по диагонали. Итак, когда мы двигаемся вверх, мы разворачиваем крючок к себе через левую сторону. Подходя ближе к углу, мы делаем в самой верхней точке маленькую закрепку и немного протягиваем ниточку, чтобы угол получился остреньким. Рядом с углом не делайте больших стежков, сделайте возле уголка пару маленьких стежков и только потом делайте
стежки побольше. Тогда угол будет аккуратным. Также обратите внимание, куда я поворачиваю крючок, когда иду вниз. Крючок у меня поворачивается к себе, так, как если бы я двигалась в правую сторону по ровной линии. И здесь в конце строчки мы делаем один стежок в левую сторону и начинаем возвращаться обратно.
Зашивая петельку, вашей основной задачей будет не стянуть ее, чтобы центр вышивки у вас остался не стянутым. И последний элемент, на котором мы отработаем тамбурный шов, это спираль. Самая главная ваша задача, выполняя вышивку по спирали, это не стянуть строчки. Ткань у вас должна быть растянута. Старайтесь не перетягивать нить очень сильно, чтобы вышивка осталась ровной и аккуратной. Также при движении по часовой стрелке у нас немного будет меняться с вами направление крючка. Вы можете обратить внимание на то, что теперь я его поворачиваю по-другому, да, в другую сторону. То есть, когда мы идем вниз, я его поворачиваю к себе, да, через левую сторону. Здесь я начинаю разворачивать крючок так, если бы я двигалась по прямой линии влево. И здесь я разворачиваю также через левую сторону. Теперь я меняю направление так, если бы я двигалась по линии вправо.